Всем привет! Сегодня мы с вами свяжем вот такую замечательную овечку. У меня есть два варианта. Одну я связала из Yarnart Jeans. Ее размер получается 11 сантиметров. И вторая овечка связана из Dolce Baby. Мы ее сегодня будем вязать. Ее размер получается 14 сантиметров. Малыши замечательные, очень милые. Ну что, готовы? Приступаем. Приступаем к вязанию головы. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко. Делаем соединительный столбик. И переходим ко второму ряду. Воздушная петля. И во втором ряду мы провязываем за задние стеночки 6 прибавок. В конце ряда у нас будет 12 столбиков. В конце ряда делаем соединительный столбик. Третий ряд. Воздушная петля. И продолжаем вязать за задние стеночки. В третьем ряду мы провязываем столбик без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас 18 столбиков. Провязали 18 столбиков. Делаем соединительный. И переходим к четвертому ряду. Воздушная петля. И опять же за задние стеночки мы провязываем 2 столбика без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас 24 столбика. Ой, это должна быть прибавочка. Заболталась. Так, раз, два, прибавочка. В конце ряда делаем соединительный столбик. И переходим к пятому ряду. Воздушная петля. За задние стенки мы продолжаем. Вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас 30 столбиков. В конце пятого ряда вяжем соединительный столбик. И следующий 6-й ряд мы провязываем по 30 столбиков без накида за заднюю стеночку. Не забыли сделать воздушную петлю. И провязываем ряд. Седьмой ряд. Воздушная петля. Вяжем опять за задние стеночки. Можем сместить немножечко прибавки, то есть мы провязываем 2 столбика без накида, прибавка, потом 4 столбика без накида 5 раз и 2 столбика без накида. В конце у нас будет 36 столбиков. Довязываем 7-й ряд. И дальше 8, 9 и 10 ряды мы вяжем по 36 столбиков без накида за обе стеночки. То есть это у нас последний ряд идет, который за заднюю. Дальше самостоятельно. 11 ряд.
Вяжем воздушная петля. Дальше мы провязываем 10 столбиков без накида. Затем мы 3 раза вяжем столбик без накида, прибавка. Дальше провязываем 4 столбика без накида. И теперь снова вяжем 3 раза столбик без накида, прибавка. И довязываем до конца ряда. В конце ряда у нас будет 42 столбика. В конце ряда соединительный столбик. И следующие 12 и 13 ряды мы вяжем по 42 столбика без накида. Теперь будем вставлять глазки. Смотрите, там, где у нас была 3 раза прибавка, столбик без накида, прибавка. Вот. И вот у нас заканчивается, смотрите, вот первая прибавка, вторая, третья. И вот там, где третья прибавочка, перед ней, вот сюда, вот сюда, перед прибавкой, я вставляю один глаз. И здесь получается 1, 2, 3, 4. Отступаем. И тоже вот у нас прибавочки. 1, 2, 3 прибавочка. Вот перед прибавочкой я вставляю второй глазик. Между глазами у нас получается 4 столбика без накида. Вот так. Все, фиксируем глазки. Переходим к 14 ряду. Глазки поставили, красотища у нас. В 14 ряду мы вяжем 10 столбиков без накида, воздушная петля, естественно, подъема. 10 столбиков без накида. Столбик без накида, убавка 3 раза. То мы щечки делали, увеличивали, теперь мы будем их уменьшать. Дальше 4 столбика. И опять мы вяжем убавка, столбик без накида 3 раза. Убавка, столбик. Убавка, столбик. И еще убавка, столбик. И довязываем 10 столбиков без накида. 15 ряд. Воздушная петля, 2 столбика без накида, убавка, затем 4 столбика без накида, убавка 5 раз, и в конце 2 столбика без накида. В конце ряда у нас будет 30 столбиков. Наговорила, да?
Делаем воздушную петлю и провязываем 3 столбика без накида, 1 убавка. В конце ряда 24 столбика. Здесь уже можно и добавлять холофайбер. Вот посмотрите, я добавила холофайбер, ну так еще не совсем, конечно, плотно, но вот у нас уже мордочка вырисовывается. И теперь мы с вами вяжем 17 ряд. Вяжем 2 столбика без накида. Сначала, конечно, воздушная петля подъема, 2 столбика без накида, 1 убавка. В конце ряда у нас с вами получится 18 столбиков. В конце ряда вяжем соединительный столбик и переходим к 18 ряду. В 18 ряду мы вяжем 9 убавок. То есть у нас будут сплошные убавочки. Так. В конце ряда соединительный столбик, добавляем холофайбера. Вот это я вот вытягиваю, обрезаю. Теперь сюда добавляем холофайбера, так, чтобы уже голова была плотная. И все, и будем стягивать наше это отверстие. Вот я сформировала щечки. Они, смотрите, такие более выпуклые получились. И все, и теперь я стягиваю колечко. При желании можете, наверное, и не стягивать. Потом будем пришивать к телу. Но я предпочитаю закрыть все это. Все, и прячем ниточку. Теперь будем мы с вами формировать шерсть. Шерсть вот у нас будет здесь, вот, где мы за задние стеночки вязали. Будем искать, смотрите, вот стеночки передние, которые у нас остались. За них мы будем цепляться и вывязывать нашу шерсть. Сейчас я нахожу самый первый. И даже цепляюсь из серединки. Из серединки самой, из кольца амигуруми. Так, протягиваем. Теперь вяжу 5 воздушных петель. Это такой будет длительный процесс. Так, нахожу заднюю стеночку. Тут в первом немного сложно. Вот она. 5 воздушных петель, нахожу переднюю стеночку и провязываю столбик без накида. Сейчас мы такую прическу вывяжем. Дальше вяжем 5 столбиков без накида.
Ой, 5 воздушных петель. Так, 5 воздушных петель. Ищем нашу стеночку. Провязываем столбик без накида. 5 воздушных петель. И следующую стеночку. Провязываем столбик без накида. И так пойдем по кругу. 5 воздушных петель. И стеночка. Так как это вяжется все очень долго, я думаю, с этим вы справитесь самостоятельно. Вот какая славная шевелюра у нас получилась. Теперь будем вязать ушки. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Делаем соединительный столбик. И переходим ко второму ряду. Вот эту ниточку будем запутывать немножечко. Воздушная петля. И теперь вяжем 6 прибавок. В конце ряда у нас 12 столбиков. Соединительный столбик. И переходим к третьему ряду. Воздушная петля. И вяжем столбик без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас 18 столбиков. В конце ряда соединительный столбик. Вытаскиваем ниточку и обрезаем так, чтобы немножечко нам пришить потом. Вот такое ушко. Здесь мы подзапутали. Можно смело обрезать. И вот такие у нас ушки получились. Теперь мы ушко прихватываем вот здесь по одному столбику. И еще. И возвращаемся назад. Вот такое ушко. Ой, убежала. Вот такое ушко. И теперь будем пришивать к овечке. Прихватывать будем сразу вот здесь под нашей белой шерстью, вот в этом ряду. Можете чуть ближе, чуть дальше, тут уже ваш вариант. Вот так буду цеплять. Так.
Вот ушко пришито. Второе ушко пришивайте сами. Ушки пришиты. И вот такая славнюня. Начинаем оформлять мордашку. Выводим иголочку с ниткой возле глазика. И возле второго глазика. Опускаемся на один столбик ниже. Так, сейчас будем смотреть. Вот так. И еще на один ряд ниже, вот сюда. Я сразу перехожу. Видите, вот такой носик замечательный. Я еще перехожу, сделаю возле глаз такие типа реснички. Смотрите, столбик от глаза. Вывожу сюда под глаз, вернее над глазом, здесь, с этой стороны. Немножко тяжело, потому что, ну, вернее, даже не тяжело, а неудобно, потому что я делаю двойной ниточкой, чтобы такие более четкие были черты. Так, и здесь я на одну вот сюда. И делаю сразу бровки. Бровки тоже поднимаюсь на одну. Ну, смотрите, такая нежность. Нет, бровки надо выше. Ну да, на одну надо подняться, а я не поднялась. Так, сейчас поднимусь. Вот так. И назад, пожалуй. Вот вечно я ничего не промеряю сама сразу. А давай сразу вышивать. А потом ищешь место. Вот. Вот это. И вот сюда. Получается сдвиг на 2. Сдвиг на 2 столбика. На 1 выше. И на 2 столбика туда в сторону. Так, 2. Опять же, вы ориентируетесь уже сами, как вам нравится. Бровки подлиннее, покороче. Вот такая вот нежная, милая овечка. Так, тут не промахнуться бы. Вот сюда. Вывожу вниз и завязываю узелочек. Нитку можно прятать, можно не прятать. Смотрите, какая мордочка. Какая славная. И еще я вышью небольшой румянец вот здесь, вот под глазками. Ну, смотрите, можно сделать такой яркий, вот такой вот броский. Но я буду делать спокойный, еле-еле оттеночный. Но он будет такой нежный тоже, как и она сама овечка. Вот прямо под глазик вывожу. И раз, два, можно 3. 3 столбика. И здесь теперь сразу под глазик вывожу. Вот такие. Раз, два, 3. И все, и увожу назад. Как обычно, узелочек. И наша мордашка готова.